такой вот мы тяжеленький, килограмм так, ну, 5 точно 5 есть. Здесь еще да. 5. И еще 5. Он туда упал, переломился, ну и, соответственно, все отверстие откололся. Сейчас мы будем совмещать, маркировать, пробуривать, ставить туда анкер и все это клеить. И после совмещения мы узнаем, а он отпечатается на 2 сторонах, и мы будем знать, где конкретно нужно будет высверлить отверстие. Вот так. Нанес точку. Сейчас мы ее сопоставляем, только сначала нужно правильно выбрать, каким образом. Да. Так, где вот у нее? Вот так вот. Раз. Вот какой интересный пазл. Вот так вот. Ой, вот так вот. Вот они, чпок-чпок, 2. Ну давайте будем сверлить. Сверло по кафелю 8 мм будем применять. Дома мы попробовали, вроде как известняк он сверлит. Satisfaction, 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 satisfaction. О, отлично. Так, все совпало, идеально. Как теперь придется ее на эпоксидку сажать, иначе мы ее по-другому не трансформируем. Прочищай, зачищай, ацетонь. Я развожу эпоксидку с большим количеством отвердителя. Иначе мы запаримся ее тут ждать. Потом надо будет прогреть. Обрабатываем место стыковки. Зачищаем от остаток. Ну, я, в принципе, все. Ой. Все сюда еще надо. Да, сейчас. Немножко этого отвердителя прогрели камень, чтобы он был тепленький. В тепле, как известно, лучше схватывается. Сейчас ждем начала схватывания и сводим. Будем смотреть. Должно быть все хорошо. Шел процесс склеивания. Вот так вот. Попал? Ну, вроде куда-то попал. Потекло, но мы это уберем. Так, перережу я потеки уберу. Ага. Да, с этой стороны. Как образуется сталактиты? Вот. Когда спелеологом становится делать нечего. Вот мы делаем пещеру. Вчера копали, сегодня клеим, да? Откуда в Хакасии красивые пещеры? Склеили. Конструктор собрали. Заказываешь с Алиэкспресса свою пещеру. И тут собираем на месте. Так, теперь пойдемте попробуем другую технологию, пока мы это будет запивать, песня долго. Вот это отломилось, было, держи бутылку. Был он приклеен Наоборот. вот сюда, вот так. Туду, вот таким образом.
Будем сейчас приклеивать его на место. Для этого будем использовать, попробуем вот такой двухкомпонентный клей. Будем пробовать так приклеить. Масса обломыша килограмма 3-3,5. Точка крепления незначительная. Но посмотрим, насколько эффективно и как будет держаться. Сейчас обрабатываем поверхность, прогреваем ее. Время схватывания. Моментально. На одну сторону я навес вязкий клей, компонент, на другую я наношу спрей. Компонент вязкого навеса. Она бы держала бы уверенно. Чудо клей. Так, пускай. Все, я сейчас прямо так доклею. Да. В общем, мы приклеили этот натек на двухкомпонентный клей. Быстрый вот этот. Ну, что могу сказать? Вроде как держится. Не сказать, что мега надежно, но осколок крупный. Все-таки 3-3,5 килограмма. И он еще как неправильный, смещенный. Его отламывают вот таким образом. Да, не самое удачное соединение тут. И как бы, ну, держится, все равно он держится. И время покажет, отвалится, не отвалится, будем следить. Но похоже на то, что для небольших натеков вполне неплохой вариант для крепления, восстановления натеков. Ладно, идем опять в ту комнату. Мы склеили вот эти две части, нижнюю и верхнюю, но так как эпоксидная смола что-то очень долго сохнет, мы поняли то, что сегодня мы приклеивать верх не будем. И потом, держать нужно на весу долгое время, а мы просто физически это не сможем сделать, поэтому мы решили в следующий раз принести еще штатив от фотоаппарата, выставить его на нужную высоту, чтобы он подпирал снизу натек в то время, когда он будет застывать клей. Так что на сегодня у нас все. Сегодня мы склеили две детали. Я думаю, около суток он будет сохнуть. И приклеили тот натек двухкомпонентным клеем. В общем-то, эксперимент можно считать сделанным. Насколько он будет удачным, во-первых, мы пойдем в следующий раз посмотрим, держится ли тот натек, нормально ли он держится. Ну и этот, соответственно, мы заставляем еще вот эту ванночку с клеем. В качестве индикации будет видно, насколько хорошо он застыл. Ну и будем крепить дальше. Вот так.